Слушайте, у меня нет призывов к насилию, к уничтожению, к убийству, к мародерству, абсолютно. Нет. Я желаю, чтобы с вашими детьми случилось то, что, блин, ваши ублюдки сделали с этой, девочкой Рощиной. Вы сейчас лично мне, понимаете, и моим детям что-то пожелали. Я вас правильно понимаю? Да, я пожелал, чтобы с вашими детьми случилось то же самое, что с этой журналисткой. Клим Чугункин. Вы полагаете, Филипп Филиппович? Нечего и полагать. И так все ясно. Дорогие друзья, сегодняшний выпуск «Диалогов с маской» будет построен в непривычном формате. Последний разговор с украинским блогером, которого я намеренно буду называть Климом Чугункиным, оказался слишком показательным, чтобы публиковать его без комментариев. В нем хорошо видно, как человек, прикрываясь состраданием к жертве, переходит к подмене фактов, коллективным обвинениям и пожеланию пыток невиновным детям. Поэтому я буду останавливать запись в ключевых моментах и показывать, как Чугункин смешивает подтвержденные сведения, предположения и собственные выдумки, а ответственность возможных виновных переносит сначала на собеседника, а затем на весь российский народ. Отдельно мы проверим его утверждения о Виктории Рощиной и увидим, какие подробности действительно опубликованы, а какие он добавил от себя. И главное, проследим, как человек, требующий сострадания к одной невиновной женщине, через несколько минут сам желает таких же страданий совершенно невиновным детям. Слушайте внимательно, сравнивайте слова с фактами и делайте выводы самостоятельно. Что-то вы расстроенная сегодня. У вас всё хорошо? С чего вы решили, что я расстроена? Вздыхаете, взгляд у вас, такой расстроенный. М. Нет, не расстроена, немного устала и не более того. Всё хорошо у вас? Да, все Да, хорошо. вопрос. Как блогеру, и вы всё-таки блогер, вас можно уже блогером назвать? Я не люблю это название для себя, но Ну, у вас же блог есть, давайте вы просто зададите мне вопрос, ваш и блог. Да, если вопрос. я захочу, я на него отвечу. Ну, я думаю, что захотите. Как вы видите победу России в этой войне? Лично вы. А, вы знаете, я вообще, не Ванга и такие вещи, не прогнозирую. Поэтому не могу вам ответить на этот вопрос. Как бы вам хотелось, чтобы эта война закончилась? Давайте так, мне бы хотелось, чтобы она поскорее закончилась. Вот. А как не имеет значения или имеет? Что значит Для вас как для вас. это? Понимаете, для меня, например, важно, чтобы люди перестали гибнуть, вот, Вот, я чтоб с вами согласен. Вот, хорошо, следующий вопрос. А что для этого должна сделать Украина? Как вы думаете? Как вы считаете? обратиться к здравому смыслу. Ну, это так, расплывчато, а по фактам. Первое, второе, третье. Ну, слушайте, если бы я все знала так, так детально, я бы, наверное, не здесь сидела, не в рулетке. Я на такие темы, я даже не задумываюсь. У меня нет плана маршала или там кого бы то ни было еще, что нужно сделать. Я, например, знаете, могу вам дать совет, если хотите. Мне? Да, я же с Мне вами или разговариваю. вы украинцам хотите дать или лично мне? Лично вам. Я же вот понимаете, это вы там с каким-то количеством людей, наверно, разговариваете в моем лице, а я лично разговариваю с вами, Виталий. Ну, У меня послушайте, у меня слушайте, нету у меня нету такой заносчивости, как у вас. выставляя ролик, значит, на канале, я у себя, вы у себя, значит, вы как бы демонстрируете, значит, свою позицию, и ваше мнение увидят, и другие люди. Я об этом сейчас. Да, но вы же тоже выставляете Да, свою позицию. Так и говорите от имени себя. Поэтому всё я вас и верно. спрашиваю, вас лично. Понимаете? А вы, по-моему, слишком заигрались в блогера. Обратите внимание, как строится этот разговор. Чугункин спрашивает мое мнение, но не принимает ответ.
потому что тот не укладывается в заранее подготовленный им сценарий. Я прямо говорю, что хочу скорейшего прекращения гибели людей, но ему этого недостаточно. Поэтому я и говорю, что он слишком заигрался в блогера. Он уже разговаривает не со мной, как с конкретным человеком, а создает персонажа для своего ролика, россиянку, которая должна отвечать перед ним за действия государства и целого народа. Мой отказ играть эту навязанную роль– не отсутствие ответа. Это отказ участвовать в заранее подготовленном спектакле, где собеседнику уже назначено место и остается только произнести реплики, удобные автору. А вы мне Вернитесь, или вернитесь. вы мне хотите посоветовать что-то? А посоветовать? Да, как блогеру или как украинцу? Я не хочу вам ничего советовать. Я Вы хочу я сказали, хочу что вам предложение, да, я хочу, так давайте скажем, предложение. предложение, да. Давайте Знаете, предложение. как женщина, просто вот, поскольку я здесь изначально себя позиционирую именно так, не как блогер, а то вы знаете, сразу вот вы как блогер. Я вам советую вернуться все таки к тому природному, что в вас заложили ваши папа с мамой, и все таки стать человеком и мужчиной в первую очередь, а не блогером. Потому что, знаете, вы теряете свое лицо. А, Это вы и так и думаете? знаете, вот эта тема, которую вы очень любите здесь обсуждать, она ведь рано или поздно закончится, но не ваша жизнь. Ну, Ну давайте вот и не продолжать, продолжать. вот и не потеряйте свое лицо как мужчины Вы хотя бы. считаете, что я теряю лицо? Ну, почему-то я так не Ну, думаю. знаете, я вам уже, в прошлый раз я вам, рассказала, в чем именно вы теряете свое лицо. Вас уже не называют вашим собственным именем. Пожалуй, только Вас отдельные тоже люди. называют, вашим собственным именем. А Я вам я открою секрет. меня называют ровно так, как я представляюсь. Нет, Если нет, нет. меня называют иным образом, я не продолжаю дальше разговор. Все верно. Но меня тоже не называют таким именем, как я представляюсь. Вы называете меня тем именем, которым хотите. Вас же у нас в чате блогерском называют, хихикающая дурочка, значит, иди я сам открою, недалекая в маске. Понимаете? Ну, ваш же канал не так называется. Мгм. Обратите внимание, как Чугункин отвечает на мои слова. Я говорю, что в роликах других блогеров его уже не раз называли Чугункиным. В ответ он перечисляет оскорбительные прозвища, которыми меня якобы называют окружающие. Но ничего подобного от других людей я не слышала. Эти слова в мой адрес произносит только он. То есть Виталий не приводит реальный пример, а на ходу придумывает встречные оскорбления, создавая ложную симметрию. Раз его называют Чугункиным, значит и меня будто бы все называют так, как удобно ему. Само по себе распространение прозвища не делает его справедливым, но показывает, что я не выдумала его в качестве мгновенной мести. Клим Чугункин же именно это и делает. Ну. Я никогда не представляюсь, так, как вы меня называете. Никогда, потому что Я вас я всегда называю я не Виталий. я не Вас имею отношения к по-другому? названию своего канала. Мой канал — это название моих вот этих собеседников. Я же вам объяснил в прошлый раз. Оговорочка по Фрейду. Нет, какая оговорочка? Ну да. Ну, вы знаете, вы меня нисколько не удивили. Вы не меняетесь. Хотя, знаете, оставайтесь таким, как вы, какой вы сейчас. Над вами, еще можно какое-то будет время понаблюдать и, повеселиться. Ну, я думаю, что над Ну, вами веселятся уже и вот литовский блогер один скинул мне ролик, значит, ради бога, сегодня слушайте, сегодня я посмотрел, слушайте, где он там, наших детей называл, там мне петухом, совершенно неинтересно, мне неинтересно, кто что вам скидывает. Оставляйте это, пожалуйста, при себе. Я вас призываю говорить от своего имени и про себя. имени с вами говорю. Мгм. Поэтому я вас и спрашиваю, как вы видите окончание войны? А вы начинаете Я там, вам уже все сказала. Если вам не нравится мой ответ, другого вы от меня не получите. Может быть, у вас есть другой вы вопрос? вы ничего не сказали.
Как вы я думаете, не что должна ничего не сделать Россия, чтобы сказала. война закончилась? Я ничего не сказала. Я вам дала вполне конкретный ответ. Если вам он не нравится, повторяю, другого ответа вы от меня не Я вам услышите. еще не задавал этот вопрос, вы даже не выслушали. Давайте вы мне следующий вопрос хотите задать? Слушаю Ну, вас. что должна сделать Россия, чтобы война закончилась? Это тоже вопрос не ко мне. Но вы же россиянка. И что? Ну, от вас что, не зависит? Я имею какое-то влияние на те силы, которые могут закончить или не закончить, Имеете. продолжить или Вот, не продолжить. вот я сейчас вам докажу, что имеете. Вот смотрите, у вас в сентябре месяце выборы в Госдуму. Вот за какую партию вы будете голосовать? Это не ваше дело. Вы будете голосовать за Единую Россию? Это не ваше дело. А почему вы боитесь сказать? Я не боюсь, я не хочу. А вы не хотите сказать. Ну, Да, смотрите, потому что, во-первых, вы не имеете никакого отношения к России. А, а, имею, э, имею. Она напала на мою страну. нет, вы не Она имеете влияет никакого. на... Ваша страна является агрессором и оккупантом. Напали на мою страну и Лично влияет вы, на мою жизнь. лично Понимаете? вы не имеете никакого отношения к самой. Имею, Нет, имею. Вы не име- являетесь вы агрессорами и имеете, оккупантами вы и влияете имеете, на мою жизнь. вы, Поэтому я заинтересован в том, чтобы ваша страна развалилась как можно скорее. Как мы помним, разговор начинался с вопроса о том, как скорее закончить войну. Но теперь конечной целью оказывается уже не мир и даже не смена политического курса. Чугункин прямо говорит, что заинтересован в развале всей страны. И здесь возникает важная подмена. Решение государства, действия военных, позиция конкретного человека и существование целого народа сливаются у него в одно общее «вы». Позже именно эта подмена позволит ему перенести обвинение с возможных исполнителей преступления сначала на меня, а затем на всех россиян. Поэтому я вас и вот вы спрашиваю, что вы имеете, будете... вы имеете Да. влажные мечты относительно чего-то, вы имеете злобу, которая сейчас из вас прет, как, я Конечно, не злоба. знаю. А вы что хотите, чтобы я имел к вам? Любовь к россиянам, да? Знаете, а я вас предупреждала еще в прошлый раз, что пока вы будете иметь внутри себя эту злобу и ненависть, вы только это и будете транслировать. А Поэтому Советский вокруг Союз вас, в сорок так, первом году я имел буду сейчас что? вводить Любовь. против вас санкции, потому что вы слишком горластый. Так вот, если вы будете распространять ту самую злобу и ненависть, которой вы переполнены, и которую вы выставляете, как вы говорите, на своем канале, и причем вы своими собственным ротом говорите сейчас, что ничего, кроме ненависти и злобы, в вас нету. Поэтому ваши подписчики и ваши зрители ничего, кроме инъекции вашей злобы, не получат из вашего ролика. Поэтому, знаете, Виталий, я бы на вашем месте предварительно подумала, может быть, не стоит так отравлять своих зрителей и своих подписчиков. Я отношусь к вам так же, как советский человек относился к нацистской Германии с 41 по 45 год. Точно так же. Чугункин обращается к образу советского человека как к нравственному авторитету, человеку, который сражался с нацизмом и имел право ненавидеть захватчика. Но этот образ используется только тогда, когда ему удобно. На Украине советский режим официально признан преступным. Его символы и имена последовательно удаляются из публичного пространства. Одновременно ОУН и УПА на государственном уровне признаны борцами за независимость, а в Киеве появились проспекты Бандеры и Шухевича. При этом ОУН сотрудничала с нацистской Германией на первом этапе войны, а ОУН-Б и УПА Польский институт национальной памяти связывает с массовыми убийствами польского населения на Волыни и в Восточной Галиции. И после всего этого Чугункин заимствует нравственный авторитет советского человека, победившего нацизм, чтобы оправдать собственную ненависть. Это не уважение к советским людям, это использование их памяти как реквизита, когда она внезапно оказывается полезна. Относитесь как хотите, думайте, что хотите, и чувствуйте, что хотите. Я вас просто предупреждаю, точнее, даже не предупреждаю, а А, просто знаете, вам
Да, что, человек, который наполнен, определенным чувством, транслирует исключительно только это чувство. Я И понял, как вокруг это и вокруг него и вокруг него, собираются ровно такие же люди. как вы А думаете, если даже а если даже они и не собираются, то вы этим, их просто заражаете. послушайте, как вы думаете, как советские люди относились к нацистской Германии с 41 по 45 год? Как вы думаете? Любовью? Не задавайте, пожалуйста, Любовью? С любовью глупых относились? вопросов. Не Ну, я задавайте, вас спросил. пожалуйста, Вы глупых можете на этот вопросов. вопрос ответить? Ну, ответьте на вопрос. Я не была в то время, и я не Ну, могу как вы ответить. думаете, у вас дед воевал? Разумеется, Как он относился к нацистам, негативно. А почему? Скажите, Виталий, чем отличается не нацистская прикидывайтесь от современной Российской Федерации? Вопрос. всем. Перед нами очередной манипулятивный вопрос, внутри которого уже содержится готовый вывод. Чугункин не доказывает, что нацистская Германия и современная Россия являются явлениями одного порядка. Он сразу ставит между ними знак равенства, используя нацизм как общепризнанное олицетворение абсолютного зла, а затем требует от меня объяснить, чем они отличаются. Тем самым обязанность доказывать его собственное сравнение незаметно перекладывается на собеседника. Уже не он должен обосновать выдвинутое обвинение, а я должна опровергать вывод, который он сам еще ничем не подтвердил. Это не ответ. М. Ну, тогда знаете как? Давайте так. Давайте. Я вас выслушаю. Я вас выслушаю. Раз вы не По знаете, чем пунктам, по пунктам. отличается, понимаете, мне сложно вам рассказать. Это не одно и то же. Ну, Понимаете, расскажите, я я же не... вас Еще выслушаю. раз говорю, это не одно и то же. А я говорю, что одно и то же. Нацистская Германия устраивала концлагеря. Вы сейчас хоть каких-то А вы тоже концлагерях... устраиваете концлагерь Никто не устраивает для концлагеря ни пленных для солдат. каких... Слушайте, Для пленных солдат вы устраиваете концлагерь. Вы посмотрите, бред вы какой-то. изнасиловали вот эту журналистку, вырезали все половые органы ей. Вы передали тело журналистке, посмотрите, у нее был вырезан мозг, сердце и все половые органы. Вы ее Слушайте, насиловали. кто Вы вы? посмотрите, Что вы посмотрите. говорите? Послушайте, вы какой бред Да, вообще да, несете? вы хуже, чем фашисты. Слушайте, покажите, пожалуйста, где вы вот это все взяли? Где вы все это Ну, берете? набирайте. Что? Я не собираюсь ничего набирать. Вы мне хотите что-то показать? Давайте я Покажите. вам наберу. Давайте я вам Покажите, наберу. да, покажите. Покажите, а то вы Сейчас знаете. я вам наберу. Так, в каком состоянии передали тело? Вы зависли. В каком состоянии передали тело журналистки Рощиной? Кстати, Вы журналистки зависли. Рощиной. Сейчас. Слушайте, я ничего не вижу. Так, Вы меня, конечно, простите, я так дальше продолжать разговор не могу. тело украинской журналистки Виктории Рощиной передали в рамках обмена со следами многочисленных пыток, неестественного истощения и следами вскрытия. Так, слушайте, Виталий, я вам еще раз говорю, я вот этот вот бред, который вы откуда-то берете, где вы это читаете, что вы, я это слушать не хочу, не буду. Я вам специально сейчас выключила звук, потому что, повторяю, сказки какие-либо я слушать не желаю. И мы с вами говорим лично, вот между нами, вами и мной. И всякие вот эти вот сказочки из каких-то там интернетов, мне, пожалуйста, не читайте. Здесь я должна пояснить свою реакцию. Я сомневалась не в самом факте гибели Виктории Рощиной, а в тех ужасающих подробностях, которые Чугункин пытался выдать за достоверно установленные факты. После разговора я проверила опубликованные данные и сейчас зачитаю то, что нашла в открытых источниках. Представитель офиса генерального прокурора Украины Юрий Белоусов официально заявил, что украинская судебно-медицинская экспертиза обнаружила на теле Виктории Рощиной многочисленные повреждения: ссадины, кровоизлияния, сломанное ребро, повреждение шеи и якобы возможные следы
применение электрического тока на стопах. Далее СМИ ссылаются на источники, якобы близкие к расследованию, и на слова судмедэксперта, имя которого не называется, которые предположили, что удаление некоторых органов Рощиной могло быть попыткой скрыть якобы признаки удушения. А теперь вспомним, что говорил Чугункин. Он утверждал, что Викторию Рощину неоднократно изнасиловали, удалили ей сердце и мозг, а половые органы якобы вырезали специально, чтобы скрыть следы изнасилования. Но ни об удаленном сердце, ни об удаленных половых органах, ни об установленном факте изнасилования в материале, на который ссылается, не сказано ни слова. Поэтому назовем происходящее своим именем. Чугункин откровенно лжет. Он берет реальную гибель человека, добавляет к ней выдуманные чудовищные подробности и выдает их за подтвержденные данные. И делает он это не случайно. Чем страшнее рассказ, тем сильнее эмоциональная реакция зрителя. А когда человек уже испытывает ужас и ярость, ему гораздо легче внушить следующий вывод. Виновны не конкретные лица, чья вина еще должна быть доказана, а весь российский народ. Это и есть пропагандистский прием – взять реальную трагедию, дополнить ее ложью, усилить до предела, а затем направить возникшую ненависть на миллионы людей, не имеющие к происходящему никакого отношения. Уголовное дело открыто. Украинская прокуратура по этому поводу уже открыла уголовное дело. Повторяю вас, у вас есть ко мне какие-то другие Да. вопросы? А Если почему вы нет, не хотите обсудить? я не Вы хуже знаю. фашистов. Вы Я русские еще раз говорю, ублюдки, хуже фашистов. так, слушайте, А вы Виталий. обязательно выставите про эту рощину. И не резайте. Пусть А. ваши подписчики почитают, что вы, суки, делаете с мирными журналистами. Вы ее Успокойтесь. насиловали неоднократно. Успокойтесь. Потом вы ее половые органы Успоко- вытянули, чтобы не было видно вот этих следов насилия. Слушайте, Вы, вы... вырезали сердце, блин, мозг выбрали. Вы, бля, хуже фашистов. Нацисты по сравнению с вами, это дети, младенцы. Вы хуже. Вы посмотрите, в каком состоянии вы отдаете тела пленных украинцев. Они на 40, на 50 килограмм меньше весят, чем они попадали до этого. Скелеты. Вы хуже нацистов. И вы в Повторяю этой вас, деятельности... повторяю вам, Да, Виталий, да, вы повторяю. разговариваете лично со мной. Вы сейчас кидаете обвинения лично мне. Я правильно Я вас кидаю понимаю? всему вашему подлому российскому конченному народу обвинение. А вот центральный момент всего разговора. Проследите, как постепенно меняются слова и расширяется круг виноватых. Сначала речь идет о конкретном человеке, Виктории Рощиной, затем о тех, кто предположительно мог быть причастен к ее гибели. Потом появляется обезличенное «вы», а еще через несколько минут виновным объявляется уже весь российский народ. Реальная трагедия дополняется наиболее страшными подробностями. Граница между подтвержденным, предполагаемым и выдуманным стирается. После этого ответственность возможных исполнителей переносится на миллионы людей, которые не имеют к произошедшему никакого отношения. Это один из классических принципов военной пропаганды, описанных Энн Морелли. Враг сознательно совершает зверство. И здесь важно уточнить, использование пропагандистского приема само по себе не означает, что исходное преступление выдумано. Манипуляция заключается в другом. Отдельную трагедию дополняет ложными подробностями, а затем используют для создания образа преступного народа и оправдания ненависти ко всем его представителям. Только И не в это через, тоже выставите обязательно. только не через меня. Знаете, вы Через можете, вас. Вы отбеливаете этих подонков. вы, пожалуйста, знаете, выбирайте другой рупор, но точно не мой. Вы Повторяю третий отбеливаете раз. этих подонков. Повторяю третий раз. Если Да. у вас нету ко мне других вопросов, я пойду. Я ваши истерики слушать не желаю. А почему Тем вы правду более, не хотите слушать? потому что то, что вы говорите, не есть правда. Вот и Как же все. неправда? Я вам сейчас уголовное дело прочитал. По А, Рощину.
Вы Виталий, изучите, вы прочитайте. Виталий, Да. повторяю вам, а, почитайте Вы как женщина, почитайте, пожалуйста, ваше любимое, "Собачье сердце". Там профессор вы как женщина Преображенский, только там что про там оправдали, там насилие профессор против женщины, Преображенский убийство прекрасно женщины, сказал: "Я значит, ничего никому истязание не". над трупом, Послушайте, пожалуйста, вандализм. вы Вы бредите. подлая, Я никому. мерзкая скотина. Я А вы н желаю, чтобы ваши дети ощутили то самое, что ощутила вот эта девушка-журналистка. И вы вы, чтобы сейчас это все вы увидели. се вы Я вот сейчас что я вам вы желаю. сейчас лично Если мне это это неправда, с вы вашими се детьми ничего не будет. вы сейчас Я лично мне это желаю, чтобы с пожелали. вашими детьми случилось то, что, блин, ваши ублюдки сделали с этой, девочкой Рощиной. То есть я правильно вас понимаю, значит, вы где-то что-то прочитали, кто-то что-то, по-вашему сделал, и вы сейчас И кто-то, не что-то, лично это мне, тело передали, будьте Российской Федерации, мужчиной, обмен тел когда будьте были, они ее мужчиной, передали. закройте свой рот хотя Она бы не на 5 военная минут. вообще. Вы Она не сейчас имела никакого вы отношения к сейчас военным, вы эта сейчас девочка, журналистка. лично Почитайте про нее. Ну вы почему вам сейчас тяжело набрать? Просто Виталий, наберите. Боитесь. будьте мужчиной. Боитесь. Вы сейчас лично мне, понимаете, и моим детям что-то пожелали. Я вас правильно понимаю? Да, я пожелал, чтобы с вашими детьми случилось то же самое, что с этой журналисткой. Мгм. Да. Засим наш с вами разговор прерывается. Я больше с вами не желаю никогда иметь дело, поэтому останавливаться на вас я больше не буду. Какая жалость, Желать вам ничего хорошего я не буду. какая жалость. Я думала о вас гораздо лучше. Всего хорошего. Минуту назад Чугункин требовал от меня сочувствия к невиновной женщине. Он говорил о боли, жестокости и несправедливости, изображая себя человеком, который защищает жертву и требует нравственной оценки произошедшего. Но уже в следующий момент он сам желает тех выдуманных им пыток и страданий детям, которые не имеют никакого отношения ни к войне, ни к российской власти, ни к гибели Виктории Рощиной. Детям, которых он никогда не видел и которые ни в чем перед ним не виноваты. И это уже не эмоциональный срыв, и не случайно вырвавшаяся фраза. Я переспросила его об этом прямо, и у него была возможность остановиться, отказаться от сказанного, признать, что он перешел черту. Но он сознательно повторил свое пожелание и подтвердил его еще раз. Поэтому не нужно прикрывать это словами о сострадании, справедливости или защите жертв. Человек, который требует сочувствия к одной невиновной женщине, не желает пыток другим невиновным людям, не защищает справедливость. Он использует чужую трагедию как оправдание собственной ненависти. Это и есть итог его пропаганды. Не поиск истины, не защита жертв, не стремление к миру, а последовательное разжигание ненависти, при котором чужая боль становится инструментом. Ложь– усилением эмоций, а невиновные люди– допустимой мишенью. Перед нами уже не защитник жертвы. Перед нами человек, который ради собственной ненависти готов пожелать невинным именно того зла, против которого якобы выступает.